наверное, запустились, но я так думаю. И мы уже потихонечку даже слушаем, что там нам показывают Эпплы. У нас сегодня презентация WWDC, да, Дмитрий Леонидович? Да. Так, и нам сегодня покажут в теории новую iOS и iPhone SE 2. Там всякий спам выключу звук. Так люблю слушать спам. Вот, Дима, Сережа, Ферум.ком, всем большое спасибо, что пришли. Сегодня смотрим на новую iOS, возможно, на новый iPhone. На чат пока внимания не обращаем, по той простой причине, что мы слушаем презентацию. Наушнички. Зачем? Ну, слушай. Я буду слушать там и смотреть. Сурдо-перевода или как он там там называется? все будет. Хорошо. Вот, как там качество картинки, как красивые мы или нет, я знаю, что мы красивые. Спасибо, что пришли. Донат привязан, хотите донатьте, не хотите донатьте. И мы когда-нибудь купим себе микрофон. Что там со звуком и картинкой, пишите. Пока мы смотрим спам-ролик от Эпплова. Тикс. И всем большое спасибо за то, что выбрали нас, в частности, Максу Тарскаю. Вот как-то так. Если я правильно прочитал ник. Пока мы слушаем спам, я почитаю, что вы пишете в комментариях. Дима, тебе большой привет. Гомер Симпсон спрашивают, покажут ли сегодня новый iPhone. Есть теория, что покажут новый SE. Ну и всем большой привет, кто пишет в чате, в том числе привет господину из Воронежа. Так, давайте слушать, что же нам там все-таки втирают. Кстати, как со звуком дела, напишите, пожалуйста. Так, я, наверное, включаю запись и ноутбук больше трогать не буду. Сергей Кобеляцкий, спасибо за ответы, звуки, картинка, отлично. Хорошо. Так, что там нам втирают? Показывают прекрасные макбуки, обклеенные наклейками, я этого не понимаю. И не люблю. Короче, макбуки любят программисты, потому что вот так. И инженеры, и бородатые мужики просто. Ну, то есть, да. И не бородатые. Свежепобрытые. О, там даже мужики со сложными отношениями тоже любят макбуки. Но это к нам уже не относится. Короче, все любят макбуки. Понятно. Особенно те, кто путаются со своими этими. Теми, которые... Всем еще раз большой привет, кто пришел к нам. Большое спасибо вам. Слушаем Тимочку Кукочку. Что-то как-то у нас рассыхано. Да. У меня, как всегда, почему-то идет быстрее, а у тебя чуть позже. Ну окей. Доброе утро. Гутен Морген. Гутен Морген говорит на испанском. Да. И машет ногой. На пуэрториканском. А ты... Good morning and welcome to WWDC 2018. It is great to be back in San Jose with everyone. We have developers here from all over the world this morning, from 77 countries. That's more than ever before. Они собрали... Привет из Молдовы, да. Привет и вам. Всем привет. Они имеют 20 миллионов разработчиков Эпплова по всему миру. 6 тысяч человек собрано на презентации. And hard work had made the App Store the best place to get the very best apps. Разработчики такие классные, что Apple Store стал самым, короче, офигенным магазином софта. App Store 10 лет. App Store 10 вот, лет. И App Store является главным, в общем-то, ресурсом для того, чтобы разработчики могли делиться своей замечательной работой с миром. Это то, что было сказано чуть раньше.
О, патреончик засветился. Самый большой магазин приложений Обше. App Store. 500 миллионов посетителей каждую неделю. We're also happy to announce that this week we're going to achieve another huge milestone. The money that developers have earned through the App 500 миллионов посетителей каждый день. $100 billion. И сегодня у них 100 миллиардов долларов. Нет, я прослушал. На этой неделе. The App Store is clearly the best place for you to be rewarded for your hard work and creativity. Если я правильно понял, они сегодня заработали 100 миллиардов долларов на продаже приложений. Похрен. Я молчу. Develop anything that they can imagine with their code. We want more people to learn the power of code. And it all starts with Swift and Swift Playgrounds. We created Swift to make it easy, to make it so easy to learn to code that it was as easy as our products are to use. Swift is extremely popular. Рассказывает про Swift. Я так понимаю, что это программа обучения программированию именно языку, которая используется в приложениях Apple, если я ничего не путаю. На данный момент 3500 приложений, если я ничего не перепутал, может больше, написано именно на этом уже языке. Это мы? Это iPhone подключился. Ну, в общем, Apple пытается создать условия, когда все могут обучиться программированию. Вот, и у них 10 миллионов студентов по всему миру. Новое поколение программистов взращивает. Это ж так прекрасно. Ну, в Украине сейчас, в принципе, есть грузчики, дворники и программисты. That's why, together with you, the developer community, we're working hard to provide new and better experiences for our customers to help them live a better day. And these experiences, благодаря тому, что люди обучаются программированию и так далее, это позволяет создавать более совершенные приложения и упрощать пользователям жизнь, вот, делать их жизнь лучше, проще и так далее. Пользователь стоит в центре всего того, что они создают. Он зовет Крэга Федериги, который нам расскажет, почему iOS рулит миром. Как жаль, что это все неправда. У тебя iPhone неправильный. Все. You guessed it, iOS 12. Now, our customers, of course, are going to receive iOS 12 as a free software update. Бесплатно обновятся iPhone до iOS 12. Pioneered this approach of helping you get more out of the device you already own through free updates. And some of those updates have been really quite profound. Ну, Apple пытается сделать так, чтобы люди получали больше от их устройств, которые у них уже есть на руках, совершенно бесплатно. And can you imagine living without Find My iPhone or iMessage with its end-to-end securely encrypted messaging, or the revolution in iPad productivity with slide over, Ну, рассказывает про функцию «Найти мой iPhone», защиту iMessage, шифрованием.
Короче, эволюция. мультизадачностью в iPad'ах и так далее. Пиарятся тем, что они наращивают функционал старых устройств. Поддерживают старые устройства, вроде iPhone 5s. Не, ну в этом плане тут, конечно, спорить бесполезно. Красавчик. Now, as we stand here today, 81% of our over a billion active iOS devices are running our latest release. And now, when you look at iOS 11 установлен на большинстве. Android до 6. Ну понятно. Учитывая то, как Samsung до Oreo обновлялись, когда OnePlus Oreo получил, Nokia Oreo получила, Samsung будет в декабре. Я не знаю, откуда вот эти вот цифры. Удовлетворение iOS 11 95%. Ну, там, ну, просто, ладно. Ну, iPhone 10, они моджи. Все в восторге. Говорящее говно. Говорящее говно. And so for iOS 12, we are doubling down on performance. На iOS 12 они решили увеличить производительность в 2 раза. We're working top to bottom, making improvements to make your device faster and more responsive. Они пытаются сделать устройство быстрее и более отзывчивым. iOS 12 will be available on all the same devices as iOS 11. Нифига себе. То есть даже iPhone 5s получит iOS 12, как и все то, что вышло после него. Вышло. Он сказал вышло, но получит. Especially on the oldest devices. And while it's still early days, we're really pleased with some of the results we're seeing. And so I'd like to share some with you. And I'm going to use an example of a popular phone from a few years ago. This is the iPhone 6 Plus. Now on that device, iOS 12 delivers a number of improvements across common operations. You'll see that apps launch up to 40% faster. Даже на iPhone 6 Plus будет запускаться 6 плюс. На 40% быстрее запускается приложение и Адекватнее работает набор текста и то, что мы провтыкали. Короче, все быстрее. Они решили серьезно iOS 12. И в 2 раза быстрее работают приложения и запускаются. под нагрузками. А что такое share sheet? Ну, я знаю. Лист. Has enabled us to optimize iOS across the full range of our A-series silicon. Now, CPUs traditionally respond to increased demand for performance by slowly ramping up their clock speed. Обычно процессоры повышают последовательно частоту, когда чувствуют, что нагрузка возрастает. А с iOS 12 будет наоборот, вот, ну не наоборот, а чуть по-другому, гораздо быстрее будет возрастать частота процессора, если смартфон чувствует, что ему нужно работать быстрее. Я надеюсь, что мега крутой iPhone 8 на iOS 12 перестанет лагать. Я не знаю, что там мой iPhone 5s. Дополненная реальность. Они допилили в iOS 12 AR. Чтобы вы на свой кухонный стол рядом с помидорами могли по груди там Брамса обставить. Почему бы и нет? We wanted to make an easy way to experience AR across the system. And to do that, we got together with some of the greatest minds in 3D at Pixar. And together, привлекли специалистов из Pixar для того, чтобы лучше работать с трехмерными объектами. That's optimized for sharing while retaining great 3D graphics and even animations. Now,
You can use USDZ across the system, from the Files app to Safari, even sharing them over messages and mail. And what's great is you can place these 3D objects. Короче, это будет работать во всех возможных приложениях, и в сообщениях, и в почте стандартной. Да. И они используют какой-то уникальный, интересный формат, который позволяет сохранять, передавать и так далее 3D изображения высокого качества. Now, one company that's been all in on USDZ and ARKit is Adobe. And to tell you about what they're up to, I'd like to invite Abe Parasnis, their CTO, to the stage. Abe. Они с Adobe подружились наконец-то. Ничего себе. Да. Учитывая то, как вечно они друг друга поливали. Парасnis. Шо? Нормальный румын. Big что? Deal, да, окей. And so today we are actually announcing that we are going to bring native USDZ support to Adobe's Creative Cloud. Приложения Adobe Creative Cloud будут поддерживать нативно USDZ. Вас издаст? Вот тот самый формат, который позволяет работать и передавать 3D изображения. Короче, можно будет его в фотошопе редактировать. And of course, we're not going to stop there. We are going to bring the power of immersive design to Creative Cloud with a new set of services and applications, including a brand new iOS application that's going to let all of you design amazing AR experiences quickly. So у них будет отдельное приложение для того, для создания, я так понимаю, вот этих самых файлов на iOS. А я заметил, что у мужика есть СТО. Вот смотрите, он там, где стоит, там написано «Президент and СТО». Вот он сейчас отойдет, и вы увидите. Он в СТО вообще вышел пропиарить. Come join us this afternoon, State of the Union, where we're going to give you a sneak peek of some of these new immersive design tools for the first time. Thanks. Back to you, Craig. Все увидели СТО. Мужик отработал. И ничего не показал. Рассказывает про инструменты. Но они поддерживаются. Он сказал, что будет отдельный инструмент, конкретно. Классная линейка показана, да, снизу дюймы, сверху миллиметры. Не, ну... Я угадал, это таки линейка. Это рулетка для измерения объектов в пространстве. Короче, он сейчас будет мерить этот ящик. Берет свой чемодан времен технаря. Tapping and dragging out a line like that. And check that out. It's a measurement. Now, what's really cool is не, ну это было уже давно, только у всех оно работало плохо. На Lenovo Fab 2 Pro, например, было. Вот. Интересно, это будет только на новых айфонах, типа на десятке и так далее, или на старых тоже? И только со сдвоенной камерой, или это работает? Это будет только на его десятке, только на его десятке. И работать будет только с его чемоданом. Автоматически определяет, что это прямоугольный объект и выдает размер. Не, ну вот это круто. Вопрос лишь в том, правильно. Вот если бы сейчас подбежал Вася с рулеточкой, вот это было бы интересно. Кстати, да, почему нету никаких... Это нечестно.
Короче, открыл я новости почитать. На горшке сижу, листаю новости. И тут рыба. Йо! Ну, в общем, он думает, что в новостях когда-то будут использоваться 3D-объекты. Да, 3D-объекты. Не, ну почему нет? Ну, это же надо намалевать. Вот Витю попали яичком. И в 3D можешь кинуть Витю яичком. В магазине Фендера можно посмотреть гитары крупным планом, покрутить. Не, ну почему? Я думаю, в Америке такое может работать. Не, ну вот это уже нифига себе, вот это прикольно. Хочешь себе S9 купить и думаешь, а галимо оно выглядит или нет? Но это зависит от качества 3D-модели. Ну понятно. С жопой нарисовали, конечно, галимо. Samsung жопой не нарисует, особенно для владельцев айфонов надо, чтобы они соразмировали. Короче, 3D-графика, и они запарились. Красавчики. Самая большая платформа. ARKit 2 delivers advances with improved face tracking, more realistic rendering, and support for 3D object detection and persistence, which enables launching into AR experiences associated with a За particular счет вот этих object всех or physical разработок, я так space, понимаю, like starting a game лучше built around будет physical определять и toy, следить за or having a лицом physical в камере, classroom system например. foundation for lessons authored in AR. Лучше будет работать обработка графики непосредственно. Реалистичней. Ну да, This значит delivers лучше. true multi-user augmented reality. А, еще можно играть В городки, или как она там называлась. ну вот в эту вот хрень в AR. Ну, короче, куча появится игрушек для AR в теории. Ну это обещают уже, я не Черти знаю, сколько лет, да, и вечно там одно какое-то приложение за $200, которым никто не пользуется. We've also brought in a select few developers into our labs over the last couple weeks to work with ARKit, and they love it. Now, one of them Не is пригласили Lego. еще некоторых разработчиков для того, чтобы они поиграли с AR. Все. Вот. Я покупаю десятку. Чтобы у меня точно можно было играть в Лего. От твари, от по-живому просто. В гематому с ноги. Creating and playing with physical Lego sets brings great joy to millions of children and Lego fans all over the world. And now, Ну, with играть со ARKit Лего 2, любят we get to множество expand those детей, и creative не только possibilities like везде. never before and take things И не beyond только the везде. physical. А? И не только What везде. we're trying to do Везде. is combine physical and digital сильно together упрощаю. to really open up those creative play possibilities. Because our Lego sets are really the start point for all of those children's imagination. Короче, он говорит то, что ты только что сказал. Что и маленькие, и большие все играют в Лего. Да, и наборы Лего являются искрой, которая зажигает воображение у детей и так далее. Отвечая на вопросы из чата про iOS 12, нам как раз рассказывают. Вот рассказали про AR. В общем, можно вокруг собранного домика Лего Построить улицу. И что-то там еще. Nano Big Ben. Короче, я так понял, well, they represent missions and stories that we can explore. And with a world as rich and as immersive as this, who wouldn't want to play? So let's add a character. How about this little guy here? Нужно добавлять чувачков. Welcome back. Let's go on an adventure. Блин, я сейчас Awesome. Let's плакать go on an буду. adventure. But going on an adventure Не, на самом деле, is way more fun. молодцы.
Вот тут они красиво сделали. Для детишек это будет просто что-то. И для Сережи. Для детишек и Сережи. Вот. Вы даже коллективно можете играть. Можно в пабг поиграть вокруг собранного домика. Или в огромной Wi-Fi зоне бегать в паб в реале через iPad это все смотреть. Не, ну красавчики. Машинки ездят. Еще домики другие добавили. Ты даже заглянуть туда можешь. Это вам не наркоманские игрушки на Lenovo Hub 2 Pro. Есть какое-то слово, я его забыл. Оно начинается на аху. Заканчивается вот... Нет. Что ж она заканчивается? Красавчики. Не, ну реально, что. То есть, если они такое замутили реально с Лего сообща, и к многим конструкторам такой AR можно будет привязать, я думаю, это положительно и на продажах iPad'ов скажется, и на Лего тоже. Можно поджечь свой домик и тушить его. Кто из... Да, это так логично. Они вот сейчас этим занимаются. Я понимаю. Не, я к тому, что там говномесы в Apple работают, козлы. Ну они умеют продавать. Ну смотри, ну да. В принципе, они этим выделялись всегда. То есть, смотри, у чувака на экране наркомания полнейшая, а на столе просто стоит домик. Да. А на экране они и пожар тушат, и стены разбирают, и смотрят, что там происходит, и чуваки бегают. При этом вот этим, по-моему, двум 30-40-летним мужикам достаточно интересно сейчас было во все это играть. Я могу представить, как будут от этого кричать и пищать дети. Да, красавчики. Оформляешь заказ на 10? Да, и на Сейчас, сначала я попробую продать почку, подожди. Надо ее отфоткать будет. Ну да, настоящее Лего стоит недешево. Да. Фото. Вот это по всему мы сейчас проходиться будем? Ни хрена себе. Да. Я прям уже жду. iOS 12? Да. Я надеюсь, что автономность вернется. А, ну. Только iOS 11. I'll be back. Let you search for photos based on things like searching for cars, dogs, flowers, and it's a great way to explore your library. But in iOS 12, search now starts working for you even before you start typing with search suggestions. It'll highlight things for you like key moments and people that are important to you. Places where you've taken some great photos, and even categories of photos like В общем, поиск фото работает, можно искать машинки, цветочки и так далее, но теперь он становится еще и предиктивным, то есть он будет отображать какие-то отдельные категории подборки. Мой iPhone пока обнову не видит. А ваш? И iPad тоже. Скорее всего, после того, как все расскажут, вот туда и будет доступно. Можно по тегам искать фотографию. You have all of your memories, those great memory movies, but more, like featured photos, highlighting a photo. Ну, в общем, теперь в фото будут еще и подборки фотографий по событиям и так далее. Ну, это бред. Ну, это, я не знаю, кому это надо. HTC Zoe такое было. Оно подбирало фотку, сами музыки ставило. Имеется в виду, что оно их теперь будет условно фильтровать? Да. Great photos with the people you care about most. And that's why this year in For You, we've added sharing suggestions. So imagine you've gone out for a great dinner with some friends and you took some photos. Well, В общем, фотки теперь будут группироваться по содержанию.
You tap in. Быть может, для кого-то это нужно, если у вас прям очень много фотографий, вам нужно найти фотки, как вы пьяные с друзьями жрете оливье на Новый год, и не можете найти в туче фоток. Потому что вы еще пьяные с друзьями жрете оливье на Новый год. То как бы... When your friend receives them, something really magical happens. Their phone searches their libraries for other photos they took at that event and suggests that they share them back to you, so you both can end up with the full set. Если идет привязка к какому-то конкретному событию, если вы делитесь этими фотографиями с другом, у которого есть фотки с этого же события, то они будут всплывать, я так понимаю, и таким образом вы сможете легко собрать полный пакет фотографий с какого-то ивента. Now, Siri is by far the world's most used digital assistant, with over 10 billion requests processed per month. And because Siri works across all your Siri самый популярный помощник. И к нему обращаются сколько там миллиардов запросов в день. Я вот иногда спрашиваю Siri, почему-то такое говно, ну вот в копилочку оно идет. Сейчас без троллинга, это просто шутка. И правда. И теперь, наконец-то, любое приложение при желании может работать с Siri и выполнять какие-то, ну, Siri сможет выполнять какие-то простые быстрые действия в любых приложениях. В общем, если у вас специальный брелок, который вылает через приложение, когда вы потеряли ключи, то вы сможете в этом приложении научить Siri делать вызов через это приложение. Через команду Siri к ноге. Понятно. Короче, приложения как бы перерождаются, потому что в них появится возможность привязки к Siri. Они становятся более функциональными. Incredible. Fantastic. Unbelievable. So for instance, let's say you order a coffee every morning at Phil's before you go to work. Well, now Siri can suggest. Отвечая на вопрос Владислава Лысака, нет, iPhone пока не показали. Мы пока пускаем слюни на новую iOS. И на Лего. Не дави. Siri теперь изучает ваше поведение и дает предложения, определенные в зависимости от того, что вы делаете и так далее. Suggest that you turn on Do Not Disturb. That's just being considerate. And remind you to call Grandma on her birthday. Just tap and it'll dial the call for you. В общем, Siri теперь будет напоминать вам, что вам нужно позвонить бабушке. И сказать, Google календарь, в принципе, справляется с этим замечательно. Календарь на пиликалке Nokia справляется с этим замечательно. Но они пытаются сильнее усовершенствовать Siri, понятно. Они пытаются напоминание засунуть, напоминание, погоду и все ваши заметки засунуть в Siri, чтобы вы вообще не парились, чтобы она вам орала: Вася, тебе в бассейн. Или там бабушке позвонить. Не совсем. Ну он же показал. Она сказала про то, что если вы, допустим, хотите идти на серфинг, то Siri, например, может сама посмотреть, какая погода будет в тот день и так далее. Ну, то есть, оно же и напомнит, если ты записываешь. Да. Так оно и так умеет напомнить. Siri? Да. Siri, создай мне напоминание. Человек помнит, человек юзает, я не пользуюсь. Чаще всего я при помощи Siri ставлю себе будильники, напоминания и звоню кому-то. Siri has learned that I do this most mornings, so now I can just tap on the suggestion and I see all the details I need to confirm my perfect mint mojito right here on the lock screen without even going into the app. So let's get caffeinated.
Ну и при помощи предложения можно, не заходя в приложение, самой подтвердить постоянный заказ кофе. То, что мы провтыкали, теперь это отдельное приложение. Это не отдельное приложение. Это отдельное приложение. Шорткат. Это не приложение, это сервис. Ок! Который с Но это не приложениями интегрировано в Siri. Но это часть Siri, я так понимаю. Ну, Perfect. I also want to show you how you can add a shortcut to Siri. So let's take a look at Kayak. I keep all Что-то of все my очень travel запутано. details in Kayak. Все-таки да, Сережа One is прав. my post-WWDC Это relaxation отдельный trip in Los сервис, Angeles. который с You Siri can see работает. I've got my flight, my hotel, all the details, everything I need. But what I really want is to be able to use this and get to this information with my voice while I'm on the go. So let's head back, and I can just tap Add to Siri, record my custom phrase, В общем, travel plans. в приложении можно нажать кнопку «Добавить в Siri», записать кодовую фразу. И по этой кодовой фразе будут выполняться действия в приложениях определенных. То, что вы зададите, то и будет работать. So I would love to be on that vacation, but I should have known probably finish this demo. So let's head back to work, and I can show you how the Shortcuts app can help me with my commute home. We start in the gallery, where there's hundreds of pre-made shortcuts that you can download, or we can hop over to the library, and I've got a bunch of shortcuts here, but I want to show you my heading home shortcut. You can see that it's just really a series of steps. It grabs my location and my travel time, and it sends my ETA to my roommate. It sets my HomeKit thermostat to 70 degrees, and it turns on my fan. And last, it gets directions home with Apple Maps, because that's ты этим your людям default переводи немножко, потому что и там заснут. В приложении быстрых действий есть галерея с условно пресетами, в которых есть огромная куча действий, которые выполняются по определенному вызову. То есть, например, когда она выезжает из дома, то может быть отправлено какое-то сообщение, включен термостат дома через Эпплов и так далее. Вот. Phrase heading home. So now, whenever I leave work, I can just say, heading home. You will get there in 1 hour. I sent a message to Cheryl. Your thermostat is set to 70 degrees. Ну, пожалуйста, она говорит фразу, что я направляюсь домой. Вот, и в это время отправляю СМС, выставляется температура дома через Эпплов, и при этом открывается еще и карта с навигатором, которая покажет ей, как доехать за час до ее дома. And that's Siri shortcuts. Ну, жесть. Of course, you can run your shortcuts from your HomePod and your Apple Watch. That's your quick update on Apple Siri. Watch. Слышите? Да? Let's talk about apps. And to tell you about the latest, I'm going to hand it off to Susan. Susan. И теперь хотят поговорить про приложение, и зовут Сьюзен. Thanks, Craig. And it is so great to be here. I'm excited to tell you about some great updates. Some of our most Слушай, popular качество apps, видеоряда какое starting with замечательное. one У of бабы my favorites, морщины News. видно. So, news is a personalized feed Молодцы. where you Приложение can see all the новостей. stories you want to read pulled together from trusted sources. Где с And our проверенных top источников stories собираются are все handpicked новости, by которые the вы Apple News хотите читать. editorial team, to make a great collection of curated content. With our new Browse tab, you can discover new channels and topics, and we've made it even easier to jump to your favorites, because that's why they're your favorites, right? В Так, общем, у них есть отдельная вкладка, где можно посмотреть источники. Оттуда теперь просто можно добавить эти источники в то, что вы хотите читать. Вы ищете C, One, такое было. касательно тем, кто недоволен тем, что люди пытаются вам что-то новое показать,
Я понимаю, что кайфовать от 8 гигов в ОЗУ в OnePlus, оно повеселее. Но без софта это все железо, оно не работает так, как вы хотите. Поэтому, ну да, Siri не идеальный голосовой помощник, окей. Я ними вообще не пользуюсь. Ну, что-то делают, это хорошо. Я помешал тебе что-нибудь услышать? Извини. Я так понимаю, что в приложении акций теперь появилась вкладка с новостями, которая касается бизнеса. И оно подтягивается туда из Apple News. Если вы нажмете на иконку, которая отображается под акциями, то вы можете прочитать всю новость, не выходя из приложения. Как это интересно! Не, на самом деле я вот тоже сейчас смотрю, тоже действительно спать хочется, но дотина полная. Но вот они красавчики. Вот они как-то они его вылизывают и удобно этим всем добром пользоваться. Плохо, что это так дорого все. Диктофон появится на iPad впервые! Инновации! Да. И, кстати, на iPad нету калькулятора. Кто мне объяснит, почему? Нету. Качай. Я скачал. Маме вечно реклама светится, она спрашивает, как это убрать. Ну или об колено, как удобно. Спасибо за рекомендацию, как исправить калькулятор не стоковый на iPad. Спасибо, Сергей. Так вроде ж были уже буксы. Или был букс, теперь Apple Books, да? Да, был iBooks, теперь Apple Books. For example, reading now, with a preview that makes it really easy for you to pick up reading right where you left off. And there's so much more, including a stunning new Теперь они в буксах будут давать то, что сейчас популярно, и там можно будет чуть-чуть почитать и понять, интересно тебе это или нет, и только потом принимать решение о покупке книги, журнала и так далее. CarPlay. В 3 машинах в мире он установлен, но мы обязательно про него расскажем. У нее, у Кука и у Валентина Петухова. Поддержка навигации от других компаний. Революция! That is a really quick look at some of our app dates. And Craig, back to you. Thank you, Susan. И что теперь? А теперь нам вот про те часики, наверное, расскажут. Хотя мы можем узнать по твоему компьютеру, что сейчас расскажут. You know, iPhone and iPad are some of the most powerful tools ever created for learning, exploring, and keeping in touch. iPhone и iPad это одни из самых мощных устройств для изучения Громче. и так далее. Мы теперь перестаем чувствовать то... Я говорил про часики. Так вот, и мы перестаем замечать, как сильно мы отвлекаемся благодаря нашим устройствам. Режим не беспокоит. А разве его нету на айфоне? Он же есть в шторке. Иногда ты просыпаешься ночью для того, чтобы проверить время, например, и ты видишь кучу уведомлений. Ты включаешь «Не беспокоить»,
Вот. И ты не видишь ни черта. In the morning, when you wake up, you're gently eased into your day. You can tap when you want to start confronting those notifications. По-моему, вот это вот полное дерьмо. Можешь на экране блокировки нажать на кнопку, когда ты хочешь смотреть на свои уведомления. But now, Do Not Disturb can help. We made it easier than ever to use Do Not Disturb because now we have a great new mode where when you press into Do Not Disturb in Control Center, you can set an ending time for Do Not Disturb for when you leave. Теперь ты можешь не только его включить и выключить, Вот это хорошо. таймер. Таймер, да. На час, на два, на все время. На андроиде, по-моему, такое уже есть, но тем не менее. Уведомления. Уведомления позволяют нам быть информированными. Мы не контролируем то, как много мы их получаем. You press in to a notification, and from there you can decide to send future notifications from that app directly to Notification Center, bypassing your lock screen. Or turn them off altogether. And Siri will even help by suggesting that you turn off notifications for apps that you're no longer using. В общем, теперь можно сделать так, чтобы на экране блокировки уведомления от определенных приложений не отображались, и они вас не отвлекали, и они сразу уходили в панель уведомления, обходя локскрин. И что-то крутое только что рассказали, все хлопают, а мы этого не услышали. У нас сегодня день втыков. Сортировка, группировка. У меня теперь не будет стелеги. Я тебе теперь буду писать и iMessage, и в телегу, и на почту. Куда ты еще? Тут ты? Для того, чтобы уменьшить отвлекание, мы решили пошли дальше. И теперь телефон будет создавать отчет о том, как ты юзаешь свой телефон или планшет. Там можно посмотреть детально о том, сколько времени ты просадил в ВКонтактике, в Инстаграмчике, в Ютубчике. Как это надо? А это можно ограничить, судя по иконкам. Слишком много Инстаграма, да? Сила. Ну, для некоторых людей это может быть действительно полезно, потому что я знаю персонажей, которые могут зайти на Facebook, ответить на сообщение и потеряться там часа на полтора в итоге. Ну вот, ограничения. Ну да, я увидел, что там есть одни часики просто, а другие оранжевенькие, и сразу понял, что тут что-то тут закопано. Это очень классно, например, но я по себе меряю. Ребенку там даешь телефон или планшет, мультик посмотреть, ты выставил 10 минут, и потом оно закрывается. Отлично. Правда, потом, папа, плохой телефон. И все. Не, ну молодцы, хорошо, окей. Проверил фид в Инстаграме, все, у тебя есть 2 минуты на то, чтобы все полистать. Про детей начинают рассказывать, что это будет полезно для многих людей, но особенно для детей. Теперь ты можешь на своем телефоне контролировать то, как твой ребенок пользуется iPad'ом. Ага, 18 часов танков в день. Не-не-не. И бан. Если у твоего ребенка есть iPad, то ты можешь со своего телефона ограничивать его время в определенных приложениях.
You may want to give И them в access принципе to делать так, educational чтобы телефон, допустим, And был you can практически also limit полностью access заблокирован, я to так movies, понимаю. Ну, apps, даунтайм and websites не разжевано, that не you сказали, can что age именно это appropriate. будет в определенный Там This период. мелким works, текстом of course, написано. across their iPhone Да, and если кому iPad. знать. And it uses family sharing, so it's super easy to set up. And you can manage it all remotely from your parental device. And so that are some great screen time and some great features to help you better manage your time. Now, next I'd like to talk about one of the most important uses of our devices, and that's communication. And we'll start with messages. Messages is kind of fun ways to express ourselves with emoji and now Animoji. And one of the things that make Animoji so fun is how expressive they are. You know, from smiles to frowns to Короче, он козыряет, какие классные анимоджи. Что все оргазмируют, ну прям класс вообще. And this year we're taking Animoji to a whole new level, a breakthrough new technology we call tongue detection. Чё? Определение языка. You can make your favorite Animoji do this. И теперь анимоджи умеет показывать язык. Местами мне за них стыдно, если честно. Новые анимоджи. Я хочу Тим Кук, чтобы был. So I'm thrilled today to announce the arrival of the era of Memoji. Мимоджи. Мимоджи нам сейчас покажут. Ну давай. Как в Самсунге. Нет, там это слишком, фак мой мозг. Эти чуть-чуть вылизаннее. We've worked hard to build a deep set of customization options to let our customers В общем, create an будет incredibly огромный набор diverse опций set для of кастомизации, emoji. и вы It's сможете really создать incredible what you can абсолютно, create. что вы хотите. And we've designed a beautiful new Конструктор, я experience to так create понимаю, я these надеюсь, что emoji. не It как в makes the process Samsung. fun and easy. Now, to tell you more about it, I'd like to invite one of the managers of our messages and Animoji features, Kelsey Peterson, to give you a live demo. Kelsey! Вот серьезно, вот я понимаю, что не у всех S9, да, но если у кого-то есть, вот в чате напишите, вы пользуетесь этим дерьмом? Я имею в виду R-эмоджи. И те, у кого десятка iPhone, напишите, вы пользуетесь этим трэшем? Ну еще разговаривающее дерьмо и хрюша, ну может смешно. Но динозавр. Кава. Пандочка еще милая была. Scrolling through here. They can't all be cute and cuddly though. So here's our T-Rex. Показывайте нам папу. Показывайте нам T-Рекса. Симпатичное привидение. Да, ну дико симпатичное. Мимоджи. I recently chopped my hair, so I want one that matches the new me. Она добавляет веснушечки. Да побольше. Надо больше веснушек. Все нормально. Больше веснушек, богу веснушек. Окей. Много причесок, с которых можно выбрать. Короче, она пытается сделать свою мордяку. Личико свое прекрасное. Цвета глаз можно менять. Ну, действительно, чуть повылизаннее, чем в Samsung. Там это как-то слишком автоматично и в итоге не слишком хорошо. Слишком bullshit, если честно. Ну, не в обиду. Samsung огонь, а R-эмоджи мне просто не нравится, я больной. These are the ones. Now that I have frames, I'm going to tint my lenses to make a great pair of sunglasses.
Боже, сколько счастья. Я себе на морду приклеила очки. Давайте все похлопаем. Perfect. Okay, I think I'm all set. I'll tap done, which saves my brandly created memoji right here into the drawer alongside the rest of my team. And that's how simple it is to create your very own Ну и теперь она, memoji. судя по кнопочке, может нажать и что-то там рассказать и отправить. Ну понятно. Собакоджи! Камон! Вот это было бы круто. Brand new feature to AR introduce же. you. This wasn't even in Craig's AR slides. We собакоджи. are bringing fun effects into the messages camera. Сереж, надо Let's этот take a бренд look. регистрировать. I have a message here from Собакоджи. my partner. It looks like he's informing me. Ну, уже that же he bought our Zen dog for эмоджи, him, Ани yet эмоджи, another AR tiny эмоджи. dog cat. А эмоджи This isn't или even the как? first. I think this is the perfect opportunity for a response with this new fun camera. So I'll tap to pull up the camera, and Так, then I can see this little star over here on the left. так. Tapping on that gives me a strip with all sorts of new effects. So I could add things like shapes or text. But let's check out these filters. Ёпта. Ooh. So this is comic book. It's really fun. But for a response about a tiny dog hat, I think I'm gonna go in a different artistic direction. Короче, и вообще What I мы really тут need to вообще do is переводим add a Диму. sticker from one of my В общем, favorite ей hats. нравятся все вот эти For вот me, функции, I'm really но она excited хочет about сделать my new dog мультяшку. hat. Она себе на голову пришила голову собаки. Это очень классно. And now we have an all new way for you to use Animoji. I can Так, apply my favorite Animoji right here теперь... live. Ё! Она на свою морду лица натянула маску, в общем. И прилепила сбоку собачку. Это просто прекрасно. И в камере теперь есть живые фильтры, навороченные, не просто, которые там меняют. It's of me in a very similar red hat, which is kind of perfect for twinning with my pup. So I'm gonna set up my shot. Snap, Это просто жопа. and that's a demo of the fun new effects and messages. Back to you, Craig. Ну, я уверен, что подросткам зайдет просто вот так. Деткам, наверное, тоже. Ну, по-моему, это вообще это... Так, теперь FaceTime. Вот это интересно. Камон. FaceTime, если кто не в теме, это условно Skype между Эпплами. Между макбуками, айпэдами и айфонами. Скайп, который не глючит. Там можно и видеозвонки, и голосовые. Групповой FaceTime. Конференция. Круто. Непогано. Одобряю. Отлично. С кумом можно будет созваниваться. По FaceTime А не втроем. по ручному скайпу. Только для этого надо... До 30 человек! Ого! У скайпа, по-моему, С такое GPRS-ом, забавно. соединением. Так что там? Так, пообщались. But we also introduced a great new way because FaceTime is now integrated into messages. So you can quickly FaceTime go from a интегрирован group в chat you have going сообщение, directly там будет into a group групповой FaceTime. чат, And привязанный members of к the group can join групповому in and звонку. drop Ну, out короче, at вот any time. скайп, It's really great. На максималках. да, до побачення скайп. Да, не до побачення. Люди и на винде сидят. Не, ну для тех, у кого все друзья на iOS, на Mac'ах и так далее, то я думаю, что у скайпа есть проблемы. Можно присоединиться к групповому звонку, который там уже происходит, если вас добавили в группу. Check it out. So it's this beautiful FaceTime UI with these big, gorgeous tiles right up front. Большие плитки с большими лицами. And down at the bottom, there's an area we call the roster that contains everybody else. And of И course, I'm внизу right можно there in the увидеть lower всех right-hand corner. остальных. Hey, Craig. Можно растягивать и Yes, увеличивать. Lauren, this is not a test. You're in front of 6,000 of your biggest new fans. Баба типа не знала, что ей сейчас позвонят. И она такая...
Я же не накрашенная. Обще. И прям в туалете с грязной шваброй сижу. Hey Roberto, how's it going back there in Cupertino? I'd say it's going pretty well. And Lauren? Короче, когда ваш собеседник по ходу начинает вам что-то говорить, его тайл увеличивается. Ну или это он рукой там ткнул. Нет, оно автоматически происходит. Когда человек начинает говорить, если все остальные молчат, то его плитка увеличивается. Двойной этап, и все остальные. И Вуди теперь на весь экран. Вот бы он еще по центру кадра сидел. А он, походу, в фан-клубе этого черта, вон на заднем фоне его портретик. Фред Федериги, ой-я-я. Алло. Это, походу, его винил. С песнями, как у Черновецкого. Может быть, почему нет? Такие... Ой, ёп. Можно анимоджи добавить. Не, по пьяни это, походу, такая хрень дикая. Я себе могу представить. Да, конечно. Вот так вот случайно. Fucking shit, ёп. Well, thank you, Tim. Every little bit counts. Happy to help, and thanks to everyone on the FaceTime team for making it a reality. I can't wait to start using it every Sunday night to call the leadership team. Что? Он не может дождаться, когда он начнет юзать это все дело, он ждет обновления. Every Sunday night? Да. А почему Sunday? Наверное, потому что сегодня понедельник, и вот сегодня после вот этого всего... Точно! А он, бедняга, сидел и не знал, да? Работает это все на Маке, Айфоне, iPad, и даже можно через Apple Watch передавать звук. Фока on the table. И все это iOS 11. И она такая 12. классная. Фу, 12. А 11 гам. 11 гам. Отлично. Он надеется, что нам понравится. А нам, конечно же, понравится. Но обновлять мой iPhone 7 мы не будем. Посмотрим. Ну да, посмотрим. Так. Like to talk about the Apple Watch. Apple Watch. Holy shit. When we began development of the watch many years ago, we had a vision for just how impactful and Короче, он спал, ему приснилось, что надо запустить классные часы Apple Watch, и теперь они номер один в мире. In fact, Apple Watch is number one in customer satisfaction. Все довольны Apple Watch. Not just this year, but every single year since we launched in 2015. And growth has been off the charts. Apple Watch grew 60% last year. За прошлый год нарастили 60% продаж по Apple Watch, и в принципе они типа как хорошо продаются и людей устраивают еще с самого момента запуска. With you this morning. Mary Dobson was boating with her husband John when, due to a medical condition, all of John's muscles went completely limp and he fell into the ice cold water. Кто-то там помер, да? With her arms wrapped around John Или я что-то... to keep him from drowning, Mary could not reach her phone to call for help. But with her Apple Watch, she was able to call Siri, or to use Siri to call 911. Rescuers soon arrived and saved John's life. В общем, рассказывает о том, что попали люди под воду, не было у них возможности добиться до айфона. Вот, но при помощи Apple Watch вызвали Siri и позвонили в 911, и людей спасли. Я думаю, после этого они продали половину своего имущества и купили половину акций. Ну, не половину, насколько хватило. Live a healthier life, or even to alerting users to an elevated heart rate. Apple Watch brings such amazing capabilities right to the wrist,
Apple Watch предоставляет огромные возможности, находясь у вас на ноге. Ну, или на ноге. Если вы собака чеченского олигарха. Собакоджи. Если вы собакоджи, мужик пришел какой-то. Часовщик. Really super motivating to us as a team. And there are things you do every day that shape your life. Apple Watch помогает не только людям в каких-то экстремальных ситуациях, но и за днем в день. Например, помогает вам быть более активным для того, чтобы вы лучше себя чувствовали И не были жирным. И поэтому мы сейчас будем говорить про фитнес, потому что он там еще про что-то там рассказывал, 2 иконки было, вот, но я пропустил. The data from our custom-built heart rate sensor, accelerometer, gyro, GPS are all thoroughly validated. In fact, from our fitness lab, we've studied over 6 terabytes of data, where 12,000 participants worked over 90,000 hours of sessions. They actually burned 2.3 million calories doing this. We believe this is the largest Они очень жестко тестируют адекватность данных, которые предоставляет Apple Watch, вот, и там куча терабайт данных, испалили кучу калорий людей, которые занимались этим тестированием и так далее. Ну, в общем, хорошие данные собирает Apple Watch. Точные. First, of course, we do daily coaching, so you can see what your goals are for the day. We also support celebrations when you achieve your goals. And we have special edition challenges, like the most recent Earth Day challenge that we did. And on monthly basis, we do monthly goals that are personalized to you. В общем, вы можете задавать цели, и когда вы будете достигать, вот, то Apple Watch будут вас хвалить, что вы, мол, давать награды и так далее. И как я увидел по одному из скринов, что они показывали, вы еще и писькомерством со своими друзьями можете заниматься. То есть кто там сколько пробежал. And while you're in the middle of a competition, your progress notifications are updated to not only show you the progress your friend's making, but also where you stand in the competition. Ну, вы можете смотреть, какой прогресс ваших товарищей у вас. Можете соревноваться со своими друзьями и так далее. Я не знаю, в чем смысл, но ладно. Наверное, для тех, кому завтра собирать рюкзак. And they all have custom algorithms to measure things like calorie burn, pace, distance, elevation gain, and when you're swimming, it even counts Есть laps куча активностей, по которым проводится анализ и так далее, собирается информация. Даже для инвалидов. Для йоги появились. And we calibrate this to your fitness level through the rest of your day. So now you can more accurately track those yoga sessions, including those intense vinyasa sessions. Now we've also added a new workout type for hiking. This takes into account pace and heart rate and elevation gain, so you can more accurately get exercise credit while you're hiking in steep terrain or really long stages. And Apple Watch has become a really great running companion, especially now that we've added GPS and cellular and music streaming. После того, как мне добавили туда трансляцию музыки, GPS и так далее, если Apple Watch стали лучше подходить, например, для бега на улице. You can also now set a custom pace alert, so your Apple Watch will tap you when you're above or below the pace that you've set. And finally, runners will now get cadence, so you can see your current steps per minute. We're really excited for runners to try these out. Now, в общем, дополнительные появились какие-то фишки, которые, к сожалению, я наполовину прослушал, но не суть. Вы можете поставить себе цель, сколько вы хотите пробежать, и если вы превысите ее, то Apple Watch вам об этом скажет, что вы вот свой стандарт уже превысили. Это типа охренеть какая инновация. Я когда 10 тысяч я себе поставил, когда их хожу, десятку, часы вибрируют. Ты красавчик, ты прошел десятку. А Сбер?
А с бегом у меня нога перебинтована. Ну, в общем, может теперь отслеживать ваше состояние и предлагать вам закончить тренировку, если вы сильно уже замахались, я так понимаю. Если вы сдохли. Но это уже отдельная история. Ну, вы можете свои активности более точно отслеживать и так далее. And the introduction of cellular made this even better. You can stay connected even when you're going out for an evening, running some И errands. рассказывает о том, что Apple Watch делает коммуникации и прочее, вы можете оставаться на связи, даже если ваш телефон черти знает где, особенно сейчас, когда есть там сотовый номер. Можете отвечать на звонки, отвечать на сообщения. Диктовка, кстати, работает реально классно, это функционирует, этим можно пользоваться, подтверждая. Если я правильно понимаю, оно опять рассказывало про шорткаты. И если ты в походе и тебе звонят, то у тебя автоматом запущена программа похода, у тебя всплывает шорткат, и мы в походе, бла-бла-бла. This is a new app on Apple Watch. It's a fun, easy way to talk with friends and family. Let's take a look at how it works. First, you choose who you'd like to enable walkie-talkie with, and it suggests some people that you often communicate with, so you can easily add them. Можете добавить Now, the first отдельных time you людей, с do которыми вы this, your хотите friend will общаться. receive a one-time request to allow a walkie-talkie connection with you. If they Отправляйте accept, then you запрос can на speak эту to each other with фигню. walkie-talkie whenever you like. And to do this, you just press to talk, and then your friend can hear your voice just like a walkie-talkie. Рация. And they're going to feel a haptic and hear a beep beep sound right before your voice comes out. And this new watch-to-watch connection works over cellular or Wi-Fi and has really high audio quality. And it's a lot of fun. We can't wait for you to try this out. That's walkie-talkie. Работает через сотовую сеть и через радио. Now last year we introduced a Siri watch face, which presents the right information to you at the right time. And Siri does this using machine learning, so it's going to get better at predicting your actions over time by combining inputs like the time of day, your Рассказывает о том, что location, your daily появилась в том routines, году or which apps you use when. Watch Face Siri, где собирается важная для вас информация. First, we're adding new content. So now you can get live sports scores. Отвечая на вопросы с чата, нет, SE еще не показали. For example, after a workout or your resting heart rate. And we're also adding Siri shortcuts. The shortcuts you saw coming to iOS 12 are also going to be available in watchOS. So in addition to getting relevant И вот information, эти вот быстрые действия, о которых там рассказывали нам ранее в iOS 12, они теперь есть и в WatchOS, они будут доступны на вот этом вот экране с Siri. And these shortcuts appear based on whether you typically do those actions at those times. So super easy now to just tap and do those actions. Теперь часы будут как бы анализировать, какие действия вы выполняете в определенное время, и будет вам условно выдавать предложения о том, что вы хотите сделать в определенный период времени, основываясь на вашем поведении ранее. So if you always go running with Nike Plus Run Club at a certain time, or you're logging your meals with Lose It, or you use City Mapper to find your commute home, you just raise your wrist and tap. It's that easy. So new content, support for shortcuts, and third-party apps making for an even more powerful Siri watch face. В общем, новые приложения, они теперь не только работают с шорткатами, но они теперь и появились на WatchOS, и за счет этого часы становятся еще более функциональными и так далее. So we're bringing this same social cue to Siri on the watch. So you no longer need to say, "Hey Siri." Больше не нужно говорить «Привет, Siri». Можно говорить просто, что ты хочешь узнать. Я только не понимаю, как Siri будет понимать, что вы к ней обращаетесь, если нет такой фразы, потому что, насколько я помню, сейчас она работает тоже. Если ты ее конкретно вызвал, то «Привет, Siri» уже говорить не надо. And with this one from Yelp, that your table is ready, if you need a bit more time, you can extend the reservation out a bit just by tapping here. So super easy now to interact right in place inside notifications.
Прямо в уведомлениях можно взаимодействовать с этим всем делом без открытия приложения. В принципе, мы это уже видели. With watchOS 5, we've integrated WebKit, so now you have the ability to view web content in mail or messages. You can even tap on that link. Yes, and to easily view things like menus here. And while we think full browsing doesn't make sense on your wrist, there are times you get content you'd like to see it right in the moment, and now you'll be able to do that in watchOS 5. Теперь взаимодействие с вебом идет из сообщений на WatchOS. Я так понимаю, раньше этого не было, но на iPhone просто есть. Вот. Но теперь это можно делать и на Apple Watch. Если вам удобно и нужно очень быстро посмотреть, чего там в сообщении, меню, например, вот, вы можете это сделать прямо сейчас. Рассказывают о том, что можно проигрывать музыку с Apple Music через часы. Подкасты будут на WatchOS. That's right. The Apple Podcast app is coming to Apple Watch. Upcoming episodes from subscribed podcasts will be automatically synced to your watch. На самом-то деле, человек, который до недавно очень много подкастов слушал, сейчас подзабил, времени на это нет, ну это круто, что подкасты появились, потому что, насколько я знаю, очень многие люди как раз во время пробежки, там, чтобы не забивать свою голову музыкой, в которой ритм меняется, постоянно именно слушают подкасты и или саморазвиваются, или просто какую-то забавную информацию для себя получают. Вот, и при этом как бы бегают. Поэтому то, что подкасты появились на WatchOS, это на самом деле круто. So Jules has expertise in coaching, and she knows how to move and demonstrate, motivate all at the same time. Take it away, Jules. Thank you, Kevin. I've got Теперь some great stuff будут to show you проводить that I think you're really демонстрацию gonna на love. велотренажере. I get to work on closing my rings while I do it. So first, I'm super excited to show you how easy it is to start a workout with Gym Kit. I just tap to connect and accept on the watch. Соединяется с тренажером при помощи Apple Watch, ну точнее подключает часы к тренажеру, и тренажер сам передает всю очень точную информацию напрямую на часы. This morning I got this notification, and it says, your competition with Jay is down to the last day, and it's a close one. Have you got what it takes to win? Have I got what it takes? You bet I do. Вот, и часы выдали одно из уведомлений по поводу того, что у нее соревнования с Джеем, который уже завел свой результат за день, вот, и спрашивают часы, может ли она что-то предложить для того, чтобы победить, может ли она добавить чего-то от себя. Let me show you interactive notifications, because I have dinner reservations tonight that I made through Yelp. If all goes well here, I'm going to go out with my girlfriends from work to celebrate. And because we all know that Jay's going to lose this competition, maybe I should invite him along so it can be his treat. Now I can simply add to the number of guests and confirm right here in the app without ever having to open it. It's that simple. Now in watchOS 5, notifications from apps are smartly grouped together. Я не совсем понял, что происходит. We're trying to get to a yoga retreat this summer, and it looks like she sent me a link. Now I can tap it here and see if she's found somewhere great for us to go. Oh yeah, this looks beautiful. I'm already in, but I could continue to scroll through the site, maybe read a little bit more about the retreat, even check the dates to make sure that they work. And I can do all that right here from my wrist. В общем, в сообщении она открывает ссылку, которую ей скинула какая-то подружка, и ссылка ведет на страницу какое-то место для йоги, и она там может почитать прямо с часов, когда они работают и так далее. Oh, good job, baby. You slept 2 hours. And you parents know that good naps equal good nights, so I'm looking forward to that. All right. As I scroll through my day, I can see my next meeting. I can see traffic and directions to places that I'm going later today.
Here's that dinner Она that's смотрит written down in my свой calendar. график на день и так And waiting for далее. me at the end of my day is a shortcut to my evening meditation with 10% happier. Nice. Now, I want to check back in on this competition, but I thought it might be a good idea to get a little moral support from my #1 fan. And you heard Kevin say how walkie-talkie is so great for staying in touch with close friends and family. So I set Она my хотела daughter бы up with посмотреть, как она walkie-talkie продвинулась so that she по can help соревнованию, them all но that like to ей receive хочется one, and maybe give me a получить little bit of поддержку love up от ее какого-то Oh, there she is. самой лучшей поддержки с чьей-то стороны. О ребенке шла речь, дошло. Вот, и для того, чтобы это сделать, она пользуется walkie-talkie. Не понимаю, почему нельзя позвонить, но... Thanks, Peach, I love you. Ну, такое это все. Я не думаю, что люди, которые там в зале серьезно занимаются на велотренажере, будут сидеть и втычить в часы, потому что с таким же успехом они могут сидеть и втычить в телефон одной рукой, а не держать одну руку перед собой и чего-то там еще скроллить на часах. Вот, ну, такое. Такое очень. Я как раз вовремя пришел под конец. Way to Отлично. go, Jules. So in WatchOS 5, we've enabled even deeper integration on the watch for apps, enabling them to work right in the moment. Опережение на интересный, да? Controls within notifications, so you can quickly do more without even opening an app, like extend your parking with Pay by Phone. And with shortcuts, there's also new opportunities for third-party apps to appear on Apple Watch right on the watch face. You can tap on a shortcut in the Siri face to order coffee, rent a Шорткатам bike, or сторонние pick up where you приложения left off in получают a больше workout. доступа You к can even use your экрану custom Siri Siri commands на that you've created on your phone Apple to Watch speak on your и watch. могут с ним For взаимодействовать и native apps передавать building rich туда experiences, информацию. we've improved the Workout API for greater performance, and we've added the ability for third-party apps to play background audio. Фоновый звук может сторонними приложениями This воспроизводиться. enables you to easily sync things, of course, Ну, like audio музыка books, там, например, favorite стриминги, playlists, guided наверное, о них в meditations основном right to your идет watch, какая-то речь. and to be able to play continuously in the background. Now, there's so many other features coming in WatchOS, including things like the ability to customize the button arrangement in your control center, or you can add an air quality complication to your watch face. But one really exciting one is student ID cards. You're going to have the ability to add your student ID card to Wallet on your iPhone and Apple Watch. You can do this Можно by simply добавить holding your watch near a студак reader. Anywhere you can use your student ID cards on and off campus. You кошелек can get access to places на like your iPhone dorm or the library or и events on получать при campus. его You can even помощи pay for things доступ like snacks or laundry or в какие-то dinners. там And this works with your watch учреждения or your учебные. phone. Но это And не it will про be Россию, не available про this fall, Украину. У нас starting такого with these нету. У нас эти universities. We'll ID-карты expand не to more распространены. campuses over time. Что ты какая-то как карточку бесконтактную, условно как пропуск. Ну там Ты только что знаешь. был перечень университетов, которые это Now, this is поддерживают. also Ну, и Pride вот Month, страничка. and we're really excited to introduce an all-new Pride Edition watch band. Новый ремешок строгого, именно строгого And we didn't мужского stop there. We made колору. a beautiful new face that matches perfectly with the band. И watch face новая, которая соответствует ремешку. The face and the band are available today. And if you'd like to use the new watch И вы его face, можете you can купить choose to тупо add it to the сейчас. watch face gallery starting at noon today. И новый watch That's face just some of поставить. what's coming in WatchOS 5. Thank you very much. Back to Tim. Пока, Петруха. Thanks, Kevin. Thank you, Kevin. Ну и Кевин. WatchOS just keeps getting better and better. And we're excited for you to try all of these great new features to help you В stay общем, more watchOS active and становится... connected. watchOS Next up становится все лучше и is лучше. Apple TV. Apple TV, о, fucking Я так shit. чувствую, что короткое видео про эту презентацию мы делать не будем. Хрен знает, может и будем. Как-то не сильно оно все интересно и увлекательно, я Не, уже ну про половину не AR было помню. нормально. Хорошо, про Today Лего we've got было some great new все. enhancements to Apple TV 4K Про and повышение tvOS, производительности and you think you're неплохо. going Ну, Про to группировку So let's уведомлений. invite Ну, Apple TV Я не lead думаю, что в designer этом есть. Jen Foltz to the stage to tell you all about it. Jen? Джен нам расскажет про Apple TV. Apple TV is built on an incredible platform, tvOS. And tvOS is built specifically for the living room
to make it easy to enjoy your favorite Apple TV TV shows, построена на movies, невероятной apps, and games. операционной Now, системе. as Tim mentioned, last Легкой и October, понятной. we introduced Apple TV 4K with the goal of bringing the highest quality cinematic По-моему, же было, experience по-моему, когда right to your iPhone home. показывали прошлое. Я тут It offers охреневаю, а ты вот так. 4K and high dynamic Может range, быть. including support for HDR10 and Dolby Vision. Time says the Долбить new можно в Apple 4К. TV is a high-fidelity powerhouse. And to ensure you can enjoy this beautiful experience with В общем, as much пиар-компания content as Apple possible, TV пока что идет. iTunes offers the largest collection of 4K HDR movies. Ну, в iTunes имеется самая широкая коллекция 4К 4К. HDR And you've видео. upgraded your previously purchased movies to 4K HDR for free on all available titles. Можно проапгрейдить There на are шару also- купленные фильмы до There are also 4К many HDR. 4K and HDR TV И посмотреть shows их available from еще popular раз. services like Amazon Prime Video and Netflix. Не, ну в случае с некоторыми, And там, we know what makes Интерстеллар, for an например, amazing почему бы cinematic нет. experience is not just Аватар. great picture quality, it's also incredible sound. 17 Apple TV мгновений 4K весны. is bringing you the latest in audio technology. Иван Васильевич. Вот это можно. Dolby Atmos. Ну, с этим мгновением мне вот очень интересно, как оно в HDR черно-белый. В общем, поддержка, а теперь есть Dolby Atmos. The perfect complement Я к to the этому и stunning клоню. visuals of Apple TV 4K. Now, what makes Atmos so special is that unlike a traditional surround sound setup, where sound is assigned to channels like the left or the right, Короче, звук стал Dolby лучше, в Atmos общем. has the ability to completely immerse you, Ну и теперь звук может полностью вас окружить. creating an experience with powerful audio that flows Прям all around you. кинотеатр, в общем. It puts you right in the center of the action. Охренеть. All this Вы with a home становитесь theater в setup центре as simple событий. as a Dolby Atmos enabled soundbar and an Apple TV 4K. In fact, Apple TV 4K is the only streaming player to be both Dolby Vision and Dolby Atmos certified. Ну и Это Apple и- TV это единственный. And this fall, Стриминговый iTunes сервис is bringing you поддерживает. the largest Нет, selection единственное of устройство Apple воспроизведения content потокового видео, Точно. которое anywhere. And just like сертифицировано with по 4K Dolby Vision HDR, и Dolby your Atmos iTunes libraries will be одновременно. upgraded to include Dolby Atmos on all supported titles for free. И Dolby Atmos тоже появится во всех Now, of course, фильмах, these которые movies and so poзволяют much more это are реализовать available in the бесплатно. Apple TV app. The Apple TV app is the center of your video experience. A single place to find and watch what you love across your favorite apps. It's on Apple TV, iPad and iPhone, where you can Можете find на not only iPad и on-demand TV shows iPhone and movies, найти but то, also что вы live хотите content, смотреть. including sports. The Apple TV app now offers a huge range of live sports. And we've added live news to make it even easier to stay current. Спортивная там The трансляция, addition of live новости. sports and news providers brings Не the сильно coverage of всё the актуально TVM to для over СНГ. 100 video channels, giving you a massive selection of content all in one place. Больше 100 All каналов this, будут это Apple все TV добро is the поддерживать. best box to connect to your TV. Нет, просто есть. Есть просто больше 100 каналов. As more and more cable companies fundamentally shift how video gets to your TV, this typical cable box is becoming a thing of the past. As these companies embrace Уходят в internet прошлое delivery. типичные And ресиверы many of them кабельного share our vision of телевидения. Apple TV as the one Многие device for переходят на live, Apple TV. on-demand and cloud DVR content. Ну, она как бы напоминает, что типа мы в 21 веке, 2018 год любили, ремешок придумали, решили всех собрать. Almost a third of French households subscribe to Шутка. canal services. Смейтесь. And their subscribers can now choose Apple TV to access more than 100 live channels and some of the biggest sports, including the French Open in 4K. Многие каналы теперь будут доступны Четыре-ка. непосредственно в Apple TV. With more И в than 4К. 300 live TV channels. And it's available exclusively on Apple TV. И они эксклюзивно доступны. Когда будут показывать iPhone, мы не знаем, нас там нет. Мы не в теме. Мы с Вдруг и не Куком покажут. вчера водку не пили, Пили позавчера, но он не сказал. бо сам не знал. That means up to 50 million homes will be able to choose Apple TV to access all their live channels and thousands of on-demand programs. Спектрум это And что? they'll be able to use Понятия Siri не and the имею. TV app to
Множество людей теперь смогут выбрать все свои, смотреть все каналы, которые они привыкли так смотреть через Apple TV. Короче, это теперь еще и TV-приставка полноценная. Да. Так что польскую антенну, пацаны, пора срезать. Well, last year we introduced single sign-on. Enter your cable credentials only once, and we unlock all of the apps your subscription supports. Well, now we're making it even easier with zero sign-on. Не совсем понимаю, что происходит. Типа не надо нигде логиниться, я ничего не понял. We'll securely and automatically unlock all the supported apps included with your TV service. No credentials needed, it just works. Charter Spectrum, this is really awesome. And Charter Spectrum will be the first to support zero sign-on, and we'll be adding more providers over time. We're also giving you even more options. Непереводимая испанская матюкня, в общем. Дима не понял, я тоже все. Да. Забыли. Это какие-то мутки, я так понимаю, связанные с сервисами подписки. Американскими и так далее. Мы не в теме. At Apple, I love working with an amazing team, designing for a product that I enjoy every day and on the biggest screen in my home. I get to watch all my favorite movies, TV shows, and Она more. смотрит все свои любимые шоу и фильмы на Apple TV, слушает музыку. И фотки листает. All of my photos, videos, and memories, And porn. as well as thousands of apps and games that Куча many of you have приложений built. и игры, это все на Apple TV And и Apple общее. TV brings some amazing views right to my living room. Короче, Apple with TV это Ariel. главная вещь в ее доме. Now, one of the Не questions I пылесос, get не asked the most плита. about Ariel, Есть Apple especially TV. by my family members, is where is this? Well, this fall, with just a tap of the Siri remote, you'll now be able to see every Ariel location. Теперь все знают, что это Гренландия. And you can even swipe between locations, so you can see even more. And today, I have an incredible new location Понимаю, to share это with you. какой-то, я не знаю, For the экран past блокировки year, на Apple we've TV been так выглядит. collaborating closely with Мы an просто не amazing пользуемся partner, Apple TV. filming some stunning footage from around the world with a very unique vantage point. And here it is. Earth. Взгляд на Землю с космоса. Класс. Я, может, что-то не въезжаю. This is filmed by astronauts aboard the International Space Station. You can see Что сейчас visually видит just off the Международная beat of космическая Italy. станция? Check out that Mediterranean Sea. The blue is just phenomenal. So here's a fun fact. The space station makes an orbit every 90 minutes. So that means they get 16 sunrises and sunsets every day. And with all those sunsets, nighttime can be particularly stunning, the way those urban areas pop with light. Here we are flying over South Korea toward Japan. You can see Tokyo coming into view at the top, some distant stars, and even Короче, вы на other Nokia. reaches of the Earth's atmosphere. На Токио можете посмотреть. Это локскрин или это как Я так специальная понимаю, что софтина? условно, And here's one that да. might look a little more И оно familiar. показывает то, This что is the видно Northern сейчас с California coast МКС. heading southward. You can see Lake Tahoe surrounded by snowcaps and the San Francisco Bay. These are truly incredible and offer such a unique perspective on the world. I'd like to give a huge thanks to the International Space Station National Lab and CASIS for all their help in making this a possibility. Надо благодарить МКС за то, что они сделали это возможным. These are going to look incredible at home in 4K HDR. Это все выглядит невероятно. Дома, в Apple 4К, TV gives you с amazing HDR. picture and sound with 4K, HDR, and now Dolby Atmos. And the Apple TV app is the center of your video experience. Короче, она опять повторяет, что Apple TV это хрень с видеоконтентом, на которую вы должны молиться.
And with that, I'll hand it back to Новости, Tim. Thank you. кино, спорт и все вот это вот. Thanks, Jen. Федериги, камон, Apple Тим Кук. TV 4K and tvOS. Ну, по кроссовкам можем узнать, Sounds вечно с белой awesome. подошвой. You're really gonna love it. Да. Next up is the Mac. And О, Apple, yeah. We love the Mac. Конечно. we too! Powerful technology, so easy to use, and put the customer at the center of the experience. Короче, Опять начинается центр экспириенса классный, да. Лучший, ну, да. Рассказывают, что пользователи для них The это Mac has empowered people to Как это? create all kinds самое of важное и amazing так далее. things. Ну, в общем. И это место, где люди творят всякие невероятные вещи. Today we're excited to take Mac a huge leap forward. The next version of macOS is chock full of new features inspired by pro users, but Новая designed for версия everyone. macOS вдохновлена профессионалами, вот, и предлагает кучу разных фишек. Hello again. It's true that macOS is the heart of what makes a Mac a Mac. macOS это сердце, которое делает Mac Mac'ом. And that's why 6 years ago, with the Сильно. introduction of OS X Тут и Mavericks, добавить we began нечего. offering our Не, на macOS самом деле, updates Так оно так оно и for есть. Mac users. And 2013 was also the year that we first introduced our California naming theme. Now, after spending a year by the ocean, we not only modernized the look and feel of macOS, but we headed to the mountains with macOS Yosemite. Вот я реально Ленина вижу на этой горе. Вот я видел и вижу его вот сейчас, вот его нос. Рассказывает про то, что они, когда перешли на нейминг в стиле Калифорнии, и что там смешное. In Sierra, we brought Siri to the Mac and extended our capabilities and В continuity. общем, выглядеть все стало иначе и круче, добавили Siri, добавили Metal. Technology, preparing the Mac for future innovation. Well, this year we made some striking changes to macOS. В этом году провели какие-то жесткие изменения с entirely macOS. different but no less beautiful and here still in California. And I'd like to take you there now. Our next release of macOS is macOS Mojave. Новая macOS будет называться macOS Mojave. Now, Mojave is beautiful during the day, but what really captured our И там imagination красиво. was the beauty of Днем. at night. Там красиво, А да? ночью красиво. Вообще. One of our most distinctive new features. Так, And ладно. I'd like to show it to you now. Куча новых фишек, и он сейчас про них расскажет. Первая фича — включить компьютер. So here Ладно, we это are старая фича. live in macOS Mojave. And I'd like to show you a new side of Mojave. Ух, сколько в доке мусора. Dark mode. Темная тема. Спасибо! Нет, чувак, ночью, когда ты работаешь, диком в глаза фигарит хоть чуть-чуть Ноутбука больше всегда темного. черная. Согласен. Dock or the menu bar, it extends to your Windows Chrome, your sidebar, and even the content of the windows. And it's so great for pros. It makes photographic content absolutely pop off the screen. It's just gorgeous. В общем, работать профессионалам будет проще за счет того, So что nice. картинка And this is выделяется great более not just ярче for на экране. photography, but when Почему вы working до on этого раньше не presentations додумались? Вот of расскажи. documents. Фотошоп черный уже It's also сколько. great doing ordinary things if maybe you're working in a И dark финал environment. круто. You just look at Теперь how все, короче, черное. even mail И почта, in dark mode. и, So great. блин, календарь, и все черное, все Some of us are черное. going to want to run dark mode just because it's so cool. I mean, И your оно все emoji такое look great, крутое. your photos look И great, анимоджи смотрятся круто. И музыка. or your 4D Все круто. and Да. Apple Music. Такое ощущение, что это не черная тема, а какое-то, я не знаю, экстази он принял, и все сразу круто стало. Е. Xcode looks И fantastic. даже код теперь четко, он, по-моему, и так. Многие программы Да, позволяют это. да. Насколько я помню, это Visual Studio новые, они уже там, я не знаю, года как 4 темные идут. You just look fantastic in black.
And that's a quick look at dark mode. И вот это We все. were so inspired by this changing desktop wallpaper, we decided to add a new feature to Mojave that I think you'll enjoy. It's called dynamic desktop. And when you're using it, your desktop actually subtly changes throughout the day, from morning to afternoon Та ты to шо? evening. Теперь Обои автоматически, да, тема Now, светлая на there's much темный more и to этот Mojave самый. that I'd like to И share обои. with И you обои, да. through demos. And it starts Так а сколько это оперативы будет жрать? Я не думаю, что много. Now, the desktop is so crucial how many of us use our Macs. When we have files that we're actively working on, we often put them on the desktop. But the result can be a desktop that looks something like this. У многих So на now рабочем Mojave столе have a срач, really это great правда. solution. And we call it desktop stacks. И теперь можно будет собирать все В кучке. в кучку, да. All of the contents of your Отдельные desktop картинки, are отдельно automatically документы. arranged into these stacks. Не, ну They чё? can be arranged by Я бы color, пользовался, у меня очень часто стояло на рабочем столе беспроглядно. Just click on them. Где тут этот документ? Те ава для видео, которые надо опубликовать, где And оно? they stay organized. So for instance, if I bring forward mail, maybe I drag an image out, I want you to watch what happens. Because the image flies right into the right stack. Если вы все собрали по кучкам, то только вы закидываете новый кусок гамна на рабочий стол, он тоже улетает в Свою кучу. Select К такому же гамну, да? pick one Так, все, up. давай без И гамна. можно прям в кучках листать это все дело. То есть вы можете не открывать всю кучу и не смотреть, что там находится, а пролистывать то, что находится там. Вот за что мне Эпплы всегда нравились, это за то, что у них есть какой-то подход к интуитивности, к тому, как оно по идее удобно должно быть и как оно будет приятно этим всем пользоваться. Они вот есть у них вот это чувство вкуса. Теперь изменения в Finder. Продолжите просто. Ну и в принципе все сказал. List view, there's of course column view, but now we've added an all new view called gallery view. Has a Галерею big добавили preview в up Finder. top, a В set of Винде это thumbnails было, along the по-моему, bottom. еще в It XP. makes it easy to preview images, Позор. video, presentations, documents, spreadsheets, PDFs, and of course with images. Sometimes you want to know more detail about, for instance, how they were Ну то, что оно captured. работает And now с the new любыми sidebar файлами, с in документами, Mojave со really всем helps остальным, это это хорошо, но в целом галерея это не нужно. So you can Можно see теперь around your характеристики photo, смотреть прям the там. camera you took the photo on, Ничего, the прикольно. kind of lens, Не то чтобы the aperture инновации settings, какие-то, но and не so forth. It's really handy. Ну это реально You'll уже notice такое also давно along the есть. bottom, there's this new area called quick actions. And quick actions let you act on the current photo. So for instance, if I have a photo like Можно this, быстро and I wanna edit повернуть. it, I don't have Это to тоже open в it, go into Винде a new app, было. can rotate it Притом right очень долго. here inside the Finder. Хреновые Really инновации пошли. powerful. Now, this sidebar Черная shows тема what была other views of интересна. the Finder. С другой So, стороны, for instance, хорошо, I'm just что gonna bring up the наконец-то preview есть. pane Ну, here. And I'm дошло. going to do a multi-selection of a PDF as well as several images. And you'll notice that the quick actions area is contextual. So it shows me create PDF as an option. I'm going to Если вы click выбираете create какие-то PDF, and it's gonna разномастные assemble all of these объекты, photos into a PDF just Ее like можно that. всунуть в PDF, But what's как really в great архив. is these actions are also customizable. So you can create automator actions and assign them to buttons here inside of Finder. So you'll notice that now that I have this PDF selected, I have an option to run a custom automator action that I've created called watermark PDF. When I click it, my custom action runs and my document is watermarked. Just like that. вы можете создавать какие-то Watermark. кастомные эти быстрые действия, которые могут применяться к разного рода файлам и вызывать их прямо оттуда, из Finder. And now in Mojave, we've made Quick Look more powerful than ever by integrating markup. Let me show you how it works. So you see down here, I have a permission slip, and if it's PDF document, I'm just going to hit tap spacebar to quick look it. And you notice now I have the option to invoke
markup. I click, and now I have access to my markup tools, including my ability to sign this document. Ага. Just drag out my signature like this, and I'm done. Теперь режим пометок доступен прямо с быстрого просмотра, который вызывается через пробел. And with video, I can even trim right А here видео можно обрезать inside Quick Look. прямо в быстром That's a просмотре. Quick Look. A Quick Не, ну, Look. в принципе, Оно не очень надо, ну непогано. но пусть будет. Next, I want to talk about how we capture Проводочки the обрезать, content. например, One of the tools лишние that из many них. of us use all the Прям time на is screenshots. карточке. And we've made screenshots Лучше more не надо. powerful than ever in Mojave. Лучше все-таки в финалкуте. Да. Скрины. So let's take a look here at a web page, and I'm just going to take a screenshot in the traditional way. I'm going to screenshot a selection of the page, and I want you to Воруем watch what happens картинки. in the lower right. I get a thumbnail instantly of that И screenshot. теперь, как на айфоне, появляется иконка со скриншотом. И опять-таки есть Paint, в котором можно что-то сделать. Ну реально Paint. А что он сделал, я не понял. Лупу добавил. Увеличительное стекло. You see, I am presented with this HUD that tells me I could capture the entire screen, a И selected теперь window or selection. есть But отдельный we also этот... added Охренеть, screen стать capture как for video интересно. right into screenshot. Ой, как его... Отдельная команда для запуска общего меню скриншотов, где можно выбрать, какой именно скрин вы хотите сделать. Те, кто очень ждет, что покажут SE и iPad, по нашим веселым лицам вы должны догадаться, что мы тоже этого ждем. И пока что-то у них как-то не очень получается его показать. Но хрен знает, уже сколько, 2 часа, наверное, мы стримим, и пока что тихо. Ну, ждем. Сереж, запись с экрана появилась в режиме скриншотов. Можно писать только выделенную область, а не весь экран. Ну, это круто. То есть не через QuickTime, как это было раньше, например, а именно с меню скринов. Осталось понять, какой команда это вся хреновая вызывается. Ну, to bring that to the Mac with a feature we call continuity camera. Let me show you how it works. Опа! Это Я интересно. зря Here in my рефлектор keynote побухал. presentation, I have a space that's just waiting for a new photo. And then my phone right here. В Well, презентации when I видел select this дырку для object, I can фотографий. choose to take a photo. And I want you to watch what happens when I select this to my phone. It automatically, immediately lights up, ready to take a photo. So I can И take one. автоматически сразу на айфоне запускаются камеры. I can select use photo and it appears directly in my document. Isn't that cool? И автоматически, если он выбирает использовать фотографию, она добавляется в документ. Scanning documents. So here I have a place where I could use a scan. Once again, I'm going to select from the menu, and this time scan document. Again, my camera lights up, this time right in my document scanner. I just scan like this. I can save it. And my scan goes immediately. And I think I forgot to push the save button. Sorry about that, everybody. There you go. Appears immediately in my document. Thank you. Короче, теперь телефон можно использовать как сканер. So just like И это that, В круто. PowerPoint photos, от stills, Эпплова, and который even называется capture на самом-то video. деле And Keynote. this is a quick look at some great new features in Mojave. Глючить она также будет, как I'd like to Sierra, мне turn интересно. to apps. We are bringing news to the Mac. Новости появились на Mac. Now, news has all Где the stories калькулятор you've на come to iPad, expect from news on сволочи? iOS, and they look amazing on the Моей Mac маме display. он очень We get нужен. top stories, Обычный, inspired нормальный, editors, без рекламы, trending фирменный пловый stories, калькулятор. Блин. personalized for you, and that's not for me. And
You also get this great new sidebar where you can drill in and jump right to the topics. Короче, классные новости, большие подборки с выбором каналов на сайт-баре. И это все очень круто. Как это нужно? Shows you your watch list with your prices on the left. You can even drill into this interactive chart to get more information. And of course, great news. We're also bringing voice memos to the Mac. Now, voice memos is the most popular voice recorder on iOS. And so many of us use it to capture music recordings or lectures. And now that voice memos syncs via iCloud to your Mac, Нет, это все-таки диктофон с возможностью редактора. Будет по умолчанию экспортироваться в GarageBand для редактирования звука. Если в этом лекцию записали, надо повырезать что-то. Apple Home на компьютере. И при помощи Siri вы можете управлять вашим домом при помощи голоса. Безопасность и приватность. Они считают, что ваши личные данные должны оставаться личными. И вы можете управлять тем, кто видит ваши личные данные. Today, Apple devices check in with you before granting an app access to information like your location. You can tell because you'll see an alert just like this one. And macOS already provides API-level protections for things like contacts, photos, calendar, and reminders. But now in Mojave, we're extending these protections to include your camera and your microphone, as well as protecting sensitive parts of your file system, like your mail database, your message history, and your backups. And all of this is protected by default for any app that you run on the system. В общем, защищено теперь не только там определенные вещи, которыми компьютер может попытаться воспользоваться без вашего разрешения. Там было запрещено использование локации и так далее, но теперь запрещена камера, доступ к базе почты и так далее. Ну, короче, все, что можно. Сделали так, чтобы, если вы переживаете за свою приватность, вы могли забанить несанкционированный доступ к определенным элементам вашей системы. Это классно. Потому что вот эти вот пласты на камерах и так далее, это уже доходит до уровня паранойи какой-то у многих людей. Well, it turns out these can be used to track you, whether you click on them or not. And so this year, we are shutting that down. Блокировка отслеживания со стороны сайтов вашей активности через Safari, я так понимаю, только. Если приложение пытается получить доступ к информации, точнее сайт, пытается получить доступ к информации о том, что вы вводите, то опять-таки это можно будет разрешить или запретить. And here's how it works. Just like you can be identified by a fingerprint, it turns out that when you browse the web, your device can be identified by a unique set of characteristics, like its configuration, its fonts that you have installed, and the plugins that you might have on the device. And these data companies can use this set of characteristics to construct a unique fingerprint to track your device from site to site. И в современном мире есть некоторые, так скажем, ресурсы, которые могут определять вашу машину за счет того, что у вас, какие плагины установлены, ваше поведение, шрифты и так далее.
And as a result, your Mac will look more like everyone else's Mac, and it will be dramatically more difficult for data companies to uniquely identify your device И and теперь track it. разным компаниям, которые любят определять по каким-то косвенным параметрам вашу машину, будет гораздо сложнее за счет того, что Apple позаботились о предотвращении доступа к разного рода там информации о вашей системе. Next, let's talk about the Mac App Store. And to do that, I'd like to invite to the stage Ann Ty, our product marketing manager for the App Store. Ann. Будут нам рассказывать про магазин. Для Мака. Я могу отучиться. Я не знаю, кто пользуется... Да, вы хотите, я пользуюсь. Я пользуюсь магазином приложений Mac. 4К видеоконвертер бесплатный Mac, просто вы выдирали. Короче, нам сейчас девушка эта милая расскажет про то, что в этом году Mac App Store они запустили из 2011 года. Короче, они наращивали этот самый магазин, который работает в 155 странах, и, как обычно, там самый лучший проверенный софт от проверенных разработчиков, а не говно какое-нибудь. And it offers seamless software updates from one place. This adds up to a great experience for our users. И они горды, что у них есть такая машина, откуда вы всего лишь с одного места можете выкачать весь нужный вам софт. И они обновили Mac Store. Ну да, я все правильно сказал. И теперь он выглядит что-то рядом как с iTunes. Они обновили дизайн, пользовательский интерфейс. Подборки по коллекциям появились. Лучшие там бесплатные, лучшие платные. И как теперь выглядит страница отдельно взятого софта. Ты можешь просмотреть видео продукта перед тем, как его скачать или купить. Here's the Create tab, where you can find apps that bring your artistic ideas to life. These tabs will also help you make the most of apps you might already have, with tips and tutorials even the most expert users will find useful. То есть здесь даже туториалы, как пользоваться отдельно взятым софтом, обучалки. Ну и опять она рассказывает, как классно они поработали над дизайном и интерфейсом. Что-то было. Мы балдеем от нового дизайна App Store, Mac Store. So we're introducing a ratings and review API for Mac apps. Now it'll be easier than ever for people to leave feedback. We're really excited about the all-new Mac App Store. We've talked to developers and they're really excited too. О, господи! Like Microsoft, who will bring Office 365 to the Mac App Store later this year. Office 365 позже в этом году появится в Mac Apple. And Adobe is bringing Lightroom. Вопрос, зачем? Panic is bringing Transmit. And Barebones is bringing BB Edit. And Мне many это more вообще great ничего не names сказано. are coming to the all Мне new Mac тоже. Ну, в App общем, Store много too. новых We компаний can't wait for you to check зайдут out the new в Mac App App Store Store. Now, вот I'll со hand it своими back to продуктами Craig. программными. А мне все время Apple нравились за то, что у них есть свои альтернативы каждому стороннему продукту. Ну или не каждому, ну, например, офис у них есть свой для простых задач, как показывает наша практика, Pages.
Более чем хватает. Numbers туда же. We spoke earlier about ARKit. I want to talk about two more. Господи, And let's еще start что-то. with metal. Now, Metal. metal is the technology to get the highest performance graphics and computation from graphics processors. Metal was designed for modern GPUs. It's incredibly efficient. Рассказывает нам про рендерер Metal, который позволяет выжать максимум из машин. But metal also enables these games to scale, to take full advantage of modern Macs. In fact, across iOS and the Mac, there are over 1 billion metal-enabled devices. Компьютер. And we're constantly making metal Где-то с виндой мы это уже to bring the видели. highest GPU performance and reach all Macs, we've recently added support. Он опять втирает нам про внешнюю графику. And this is powered by metal, and the results are truly mind-boggling. For instance, running a filter in DaVinci Resolve, look at how it scales on the incredibly fast iMac Pro as you add up to 4 eGPUs. Now, the results are even more staggering when you take a 13-inch MacBook Pro and add eGPUs to it, achieving up to 8.5 times speed up. It's pretty awesome. Говорит, в 8,5 раз написано, в 6,5 раз презентацию мы выучили плохо. Но он сказал, что в 8,5 раз быстрее, а написано было в 6,5 раз. И перед этим там и про 8. Пофигу, неважно. Короче, Вася втирает о том, Крэг рассказывает нам о том, что если вы очень классный парень, надо купить дополнительную станцию к вашему макбуку, вот, и к iMac'у, и к макбуку, и ваша производительность графики возрастет в разы. И вот давайте посмотрим, что будет, если к вашему iMac Pro за хреновую тучу денег подключить еще несколько дополнительных коробочек. Не, ну графика норм. И это все рендерится в реальном времени при помощи внешних видеокарток. Все классно, только игр на Mac толком нет. Вот. И зачем это все? Я не знаю. Today, ML specialists usually use one of these third-party libraries to train their models using servers. And now it turns out we can accelerate tools like this with our new metal performance shaders. We're seeing speed-ups of up to 20 times in using the GPU with metal instead of CPU-based training. Повышать производительность вот этих вот продуктов. That's training on the Mac you already have, using a great new tool we call CreateML. Новый инструмент называется CreateML. is designed to let you train without being a machine learning expert. You can train vision and natural language models. You can bring your own custom data, and it's really easy to use because it's all built in Swift. In fact, you can use Xcode Playground to train your model. Just drag one in, your training set, you can drag in your test set as well. And the training is all GPU accelerated, so it's incredibly fast. Now, as an example, we worked with Memrise. They're a developer who uses the camera to identify objects and speak them in multiple languages. And in the past, they would train their model with 20,000 images, and it would take them 24 hours to do so. Well, now, with CreateML, they can train that same model in 48 minutes on a MacBook Pro. В общем, сервис, который ранее, который позволяет по изображению определить объект и озвучить его там на куче языков. Раньше у них вот этот весь анализ занимал 48 дней, теперь 48 минут, по-моему. Вот. И это типа круто, и это все за счет использования метода и так далее. Using CoreML2. Now, CoreML is our technology for high-performance on-device machine learning, and now it's better than ever. It's 30% faster in on-device processing using a technique called batch predictions. And you can reduce your model size by up to 75% using quantization. Никто в аудитории, судя по отсутствию аплодисментов, не понимает, о чем рассказывает прекрасный Крэг.
Ну, в общем, это инструменты для разработчиков, от которых мы с Сергеем Владимировичем крайне далеки, и поэтому ничего умного мы вам по этому поводу точно не скажем. Заметь, комната стала меньше нагреваться, солнце сило. Are you merging iOS and macOS? So I'd like to take a moment to briefly address this question. No. И отвечая на главный вопрос, который летал в воздухе до презентации, ну, до вот этого ивента, слияние происходит ли между iOS и macOS? Нет. The unique characteristics of Mac hardware, like the ergonomics of the keyboard and the trackpad, the flexibility in displays and storage, and because of the power it exposes, it makes the Mac able to accomplish almost anything. Благодаря удобным инструментам вроде клавиатуры, тачпэду, большому экрану, огромному хранилищу, маки могут выполнить практически любое задание. But Mac users also use apps based on other technologies. We routinely access web-based experiences like Netflix that build on WebKit, the standards-based web technology in Safari. And we also run sometimes cross-platform games built on technology рассказывает like о том, Metal. что далеко не всегда люди работают исключительно в приложениях, сделанных для Mac. Иногда это веб, иногда это игры, которые под Metal сделаны. Because we see a huge opportunity for the Mac to tap into the world's most vital app ecosystem. It's called iOS. I think you might be familiar with it. Now, there are millions of iOS apps out there, and we think some of them would be absolutely great on the Mac. And Mac users would love to Он have them рассказывает о there. том, что есть огромное количество iOS-приложений, которые, в принципе, не помешали бы на Mac. Day one, iOS and macOS have shared common foundations. И так как разделяет, в общем-то, приоритеты и как это, построены условно и macOS, и iOS вокруг одной и той же философии, назовем это так, не знаю, как дословно перевести. И, короче, какие-то действительно классные фишки они действительно воруют, например, с айфона и пытаются всунуть ее в macOS. Now, phase one of this effort is to test it on ourselves. So this year in macOS, we've taken some of our own iOS apps and we brought them to the Mac using this technology to make sure it works well. Первым этапом будет перенос некоторых собственных приложений на Mac, именно новости, акции, диктофоны и HomeKit. Да. And we were able to bring them to the app with the Mac with very few code changes. Now, this is going to be coming to you developers next year. В следующем году будет возможность у производителей софта сделать, портировать условно приложение с iOS на Mac. Вот такие вот Mojave нам показали. Они очень вдохновлены, горды и так далее. Да. Извините за Mojave. Короче, сделана грандиозная работа. Понятно. Чат гудит одним вопросом. Где iPhone? Спасибо, чувак, было реально круто. Вот бы быстрее только. What a huge update to macOS, and what an extraordinary morning. We got started with iOS 12 with all new capabilities, including taking AR further than ever before, bringing Siri to any app with Siri shortcuts and screen time, and communication features like Memoji and group FaceTime. And WatchOS, now with walkie-talkie, activity, conversations, new workouts, new Siri capabilities. Это все прекрасно, вы айфоны будете чуть не показывать, народ интересуется. Some great new partnerships
and the ease of zero sign-on. And you're going to really love those new Arial screensavers. And macOS Mojave, Скринсейвер, вот как это все называется. Там, где с МКС вид, там в Зеландии, все вот это. And a completely redesigned Mac App Store. The updates will be available to our users this fall, and there will be developer betas for each of them after the keynote this morning. Ну, в общем, беты доступны после презентации сегодня, а все остальное будет осенью. We wanted to celebrate you and the amazing work that you do. So we went out Хотят and talked похвалить to some of the most разработчиков за important то, что people за in your огромную lives, работу, the которую они ones that know you проводят. the best. And we made a short video, and I'd love to run it for you now. Мы сделали короткое видео, сейчас его нам покажут. Что делает разработчик разработчиком? Наверное, некоторые люди знают. Старая бабушка не понимает, как создаются приложения. Вообще не понимает. WWDC 2018 scholarship winner. My brother started and founded Yelp. Oh yeah. Timeless. One graph. Splitter critters. Hi. Homework. You got to her. My brother Derek created the app Refugees and Immigrants, the creative. The collective. Why did I say the creative? At Christmas time, when most kids maybe would want skis or something, he wanted computer books. He stayed in his bedroom making games while the other kids were outside playing. When she's really doing the coding, almost always. Короче, история героев, которые программируют. Just give me another 10 minutes. За еду. I want to get this solved first. When I watch him code, his eyes move in a weird way, and he's like totally focused. Even when my friends are over, I would say, "Look at Christopher. Look at him," and they'd go, "Wow." When he first came to us with the idea, we were like, okay, good luck. He started off in his small little one-bedroom apartment with next to nothing and sacrificed eating a burger and just have ramen just so that he could, and I'm like, just buy the burger. And he's like, no, that's $3 that I could put towards the app. Jeremy went out to build the first version of Yelp, and it was a total bust, total failure. She tried really hard on a couple different titles, and you've never heard of them. And, you know, that's a really rough feeling. That was definitely a low point for Jeremy, because it was like, hey, we got to retool and try again. What Jeremy did notice in the data was that people loved writing comments. And that was really the genesis of the second version of Yelp, which worked. You have to be really okay with waking up to failure. And then at the end of a whole bunch of failures is something that's great. Tessa didn't really think. Короче, я так понимаю, жизненные истории, да? Как люди становились охренеть программистами. Перед этим лажая и занимаясь продуктами, которых никто не знает, не слышал, никто ими не пользуется, и как важно, нет, они опускают нос, и нужно быть готовым к тому, что ты обязательно сядешь в лужу, у тебя ничего не получится с первого раза. Вот. Но это на самом-то деле правда. Потому что если что-то попробовать, о, не получилось, все это говно, я больше не буду этим заниматься, это неправильно. Тогда в твоей жизни не получится ничего, и ты ничего никогда не добьешься. Но облажался, ну так облажался. She pulled out her cell phone and I saw his app on her phone and I was like, trying not to. For my life, it's not just creating, it's really wanting to be a part of something big. The one lesson that I learned from Jeremy every day is just that determination, tenacity, the focus. He foresaw the impact that the iPhone was going to have, and he bet everything on getting an app for it. And I think that it was one of the most important things that Yelp did. I think he's made a big difference, and so do thousands of other people. She wants to not just learn, but also teach others, and it makes me really proud. Короче, разработчики всей галактики, объединяйтесь, вы красавчики. В этом посыл данного прекрасного видео. Тем временем время вечернее. Ребят, давайте быстрее, пожалуйста. Не хотите показывать iPhone? Не надо. Вот это так тянуть. Да.
Ну что, One More Thing будет или нет? I love that video. And I'm pleased that some of the developers are in the audience this morning. Their stories are great examples. Мне нравится видео, и он очень рад, что некоторые из разработчиков, о которых идет речь, находятся в этом зале. Аудитории, да, в зале. It inspires all of us at Apple deeply every day. On behalf of everyone at Apple, thank you. И он всем скажет сенки. И теперь iPhone SE 2. Come on! And I'd also like to thank everyone at Apple who made today possible. Days like this only come from years of effort and hard work and great sacrifice. And so I thank them and their families. Let's have an incredible week За то, что together. это Thank событие you. случилось, потому что за этим всегда стоит годы тяжелой работы. И Ну, в бла-бла-бла. общем, вот такой вот он SE 2. Мы видим человекоподобный корпус с человеческой кожи. Вот. Экран очень короткий, вытянутый. И вообще он только в белом цвете. Красивый iPhone. Да. Переключайся, наверное, на видео. Не, ну что, интересно, смотрим же. В общем, товарищи, такие вот помидоры. Не показали нам iPhone SE 2. Вот. Но, тем не менее, нам показали действительно годные в некоторых местах софтверные обновления. Ох, у нас какая картинка, прям такая, как один из фильтров в Инстаграме. Большое спасибо всем, кто пришел на трансляцию. Нам тоже было не очень интересно, но мы пытались местами шутить, местами серьезно передавать то, что там было на экране. Мы надеемся, что как бы на ближайшем каком-то ивенте Эпплова нам такие SE-шку покажут, и мы с радостью вместе с вами посмотрим на нее. Ты что-нибудь людям хочешь сказать? Жаль, что осенью. Хотелось бы побыстрее, я не понимаю почему. Тут 2 месяца осталось с половиной. Ну все же. Ну все же. Показали, о, ребята, вот как круто, а ждите теперь. Вот есть бета глючная, можете поставить, разочароваться и купить себе Samsung. Вот. Но как-то это все неправильно. Меня всегда напрягало в подобных презентациях то, что... Вот, но и мы вам это не дадим. Да. Вот показали телефон, будет доступен для предзаказа через 4,5 месяца. Да, такое дело есть, такое дело действительно напрягает. Слушайте, ребят, я хотел напомнить вам про донаты. Вот. Если кто-то там еще остался добрый, честный, мягкий и пушистый, мы собираем на дополнительный микрофон, который поможет нам снимать видосы без привязки к этому, например, прекрасному столу, а где-то там на уличке. Вот. И, собственно, прилетел донат от господина Алекса Юстаса. Как всегда, на муляж микрофона на стол. Спасибо, пусть будет так. На данный момент это донат единственный, но мы как бы не для них этот стрим делали. Мы быстренько прометнемся по стриму. Да. Богдан Кондратьев считает, что пустая болтовня, тупо развели уроды. Ну, на самом-то деле, никто и не обещал, что покажет какие-то девайсы. Буквально за пару дней до ивента прошел слух, что наоборот, абсолютно ничего физического не покажут на WWDC 2018. Вот. И, в принципе, и Сережа про это сегодня говорил, не даст соврать. Вот, поэтому, ну, как бы, кого развели, а того, кто читал новости, как бы не развели. Поэтому, ну, вот так. Бодя Ефимчук пришел. Бодя, да. Привет. Привет. Ты вовремя. Четко после презентации. Николай Руденко. Можно было про iOS 12 посмотреть и все. Ну, про нее и про macOS, вот, потому что про Apple TV это действительно для большинства людей из СНГ, скажем так, из постсоветского пространства не актуально абсолютно. Вот, ну и про часики тоже рассказали, в принципе, некоторые вещи были действительно интересными и полезными, в частности про то, что через шорткаты работают теперь другие сторонние приложения, получают доступ к watchface на часах. Это, я считаю, прикольно. Так.
Так, что там пишут? Например, пишут про то, что игры на Маке это смешно. Да, на данный момент для игрушек мы не оптимизированы толком, но если как бы ты пользуешься Маком и ты привык на нем работать в первую очередь, то за игрушками ты не особенно-то и гоняешься. Вот, ну это вот конкретно мой случай. Я играю вообще в Diablo 2 на своем маке, и я доволен просто до самого попивания, потому что мне по крупному счету больше ничего не надо, потому что я не могу залипать в игрухи по полдня. Так, презентация, бла-бла-бла. Так. На гоблинский перевод у нас уже сил не хватило, вот, потому что утомляет подобные ивенты. Так, в общем, люди там общаются на предмет презентации, что показали, что не показали. Суммарно было неплохо, но можно было бы значительно быстрее, если честно. Вот. Ну, такие вот дела. Большое спасибо всем, кто пришел на стрим. Там Бодя в трансляцию кинул ссылочку, он подготовил вам интересную новость про iOS 12? Да, вот. Поэтому, если кому-то интересно посмотреть вот в таком вот сжатом виде, а не пересматривать презентацию Эпплова 4000 раз, если вдруг вы только что пришли, то можете почитать материал от Богдана на Пикблейде. Вот, ну и как бы ждем, что в ближайшее время, ну как через 2 месяца, всего-то нам покажут что-то свеженькое, в смысле iPhone SE 2. Потому что пока что на него надежд нема. Вот такие вот дела. Всем большое еще раз спасибо, кто пришел. С вами были Дима, Сережа, Фирмком. Всем бобра. Аривидерчи. Да. Stay tuned.